Всем привет! Вы когда-нибудь пробовали случайно недоплатить или просрочить оплату налога на транспорт или любое другое имущество? Если да, то вы точно знаете, с какой силой последует кара государства. Арест банковских счетов, принудительная реализация имущества, запреты на выезд за границу. Наверняка многие из нас сталкивались с этим. Стоит признать, что по отношению к простым людям наше государство применяет весьма эффективные методы по своевременному и полному сбору налогов. Однако, когда дело касается крупного бизнеса и лиц, аффилированных с властью, то подходы государства тут меняются кардинально. Вместо того, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов со стороны данных лиц, наши власти предпочитают создавать для них все условия для такого уклонения. Сегодня я расскажу вам о том, как под предлогом развития фондового рынка и привлечения иностранных инвестиций власти Казахстана способствуют беспрепятственному выводу капитала из страны и уходу от уплаты многомиллиардных налогов представителями крупного бизнеса и квазигосударственного сектора. Вы узнаете о том, как вполне легально можно занижать налогооблагаемый доход с помощью выпуска ценных бумаг на местной фондовой бирже. Я постараюсь детально объяснить, как на практике работает одна из самых эффективных схем по беспрепятственному выводу капитала в офшоры. Итак, поехали. Отправной точкой всей нашей схемы является 2015 год, когда первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон о создании Международного финансового центра Астана, или как его еще коротко называют МФЦА. Под предлогом привлечения иностранного капитала в экономику Казахстана и развития в нашей стране фондового рынка, в рамках МФЦА государство запустило отдельную юрисдикцию со своим законодательством, финансовым регулятором, судом и арбитражным центром и, конечно же, фондовой биржей, которую так и назвали – биржей МФЦА или же Астана International Exchange. Все это сопровождалось полным освобождением от уплаты налогов до 2066 года по всем доходам от оказания финансовых услуг. Но не это освобождение является ключевым элементом схемы по выводу капитала в офшоры и уклонению от уплаты налогов. Все это невозможно было бы осуществить без организации торговой площадки на базе все той же биржи МФЦА. Вообще, в чем смысл работы фондовой биржи в классической теории? Если говорить вкратце, то весь смысл в том, чтобы люди, ведущие прозрачный и честный бизнес, могли быстро и доступно привлечь капитал для его дальнейшего развития, а широкая публика, имеющая небольшие накопления, могла бы их увеличивать за счет инвестирования и торговли ценными бумагами, выпущенными как раз таки тем самым бизнесом. Привлеченный бизнесом капитал использовался бы для расширения действующих и строительства новых производств, тем самым создавая дополнительные рабочие места, увеличивая налоговые поступления и повышая в конце концов уровень жизни населения в целом. Можно сказать, что это такой венец рыночной экономики, при котором практически все остаются в выигрышном положении. Именно так и работают фондовые биржи во многих развитых странах мира, но отнюдь не в Казахстане. У нас же широкая масса даже не знает, что такое биржевая торговля. Несмотря на то, что ведущие финансовые рынки за последние 2 года выросли в 1,5-2 раза, в Казахстане доля граждан, участвующих на рынке ценных бумаг, составляет всего 2%, а в Америке 56%. Именно это и дает возможность властимущим создавать условия по выводу капитала из страны и уклонению от уплаты налогов для своих с помощью биржи МФЦА. Возьмите, к примеру, официальный список бумаг, зарегистрированных биржей. Состоит данный список из 136 различных инструментов, из которых лишь 64 были предложены широкой публике. Эти инструменты имеют маркировку Public и представлены в основном биржевыми нотами, акциями, облигациями известных компаний. Подавляющая же часть ценных бумаг, присутствующих в официальном списке биржи МФЦА, имеет маркировки Wholesale, Exempt, NA и является закрытой, то есть не публичной. То есть широкая публика или рядовые инвесторы такие бумаги купить не могут. Более половины закрытых размещений приходится на компании, контролируемые казахстанскими олигархами, среди которых особо выделяются Тимур Кулибаев, Кайрат Сатыбалды, Александр Машкевич, Булат Утимуратов и так далее. Чуть менее трети размещений приходится на квазигосударственный сектор, большинство из которых входит в группу фонда Самрұқ-Қазына. Лишь оставшаяся же небольшая часть — это международные финансовые институты и иностранные компании.
Указанные выше лица особо не нуждаются в инвестициях со стороны. Большинство из них разместило свои ценные бумаги на бирже только лишь в целях так называемой налоговой оптимизации, благодаря которой госбюджет Казахстана ежегодно теряет десятки, а то и сотни миллиардов тенге. Я же предпочитаю все это называть легальным уклонением от уплаты налогов. Как же им это все удается? Все благодаря статьям 288, 307, 341, 645 и 654 Налогового кодекса Республики Казахстан, которые освобождают вышеуказанных лиц от уплаты подоходного налога по вознаграждениям и дивидендам, а также доходам, полученным от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся в официальном списке фондовой биржи, который функционирует на территории Республики Казахстан. Таких бирж у нас с вами две. Это Казахстанская фондовая биржа или КАСЕ и вышеупомянутая биржа МФЦ. Так вот, если на КАСЕ закрытых выпусков на момент подготовки данного видео было всего лишь 2, то на бирже аж целых 72. Судя по количеству закрытых размещений на бирже МФЦ и доли при этом иностранных эмитентов, напрашивается вывод, что данную биржу создали не для привлечения иностранных инвестиций, а как раз таки для уклонения от налогов для особенного круга лиц. Давайте остановимся на конкретных сегментах биржи МФЦ и рассмотрим примеры ухода от уплаты налогов. Сегмент при IPO или же сегмент подготовки к IPO. Созвучно своему названию, по легенде компаний, чьи акции допущены к сегменту при IPO, как бы ведут подготовку к первому публичному размещению, благодаря чему в будущем эти акции смог бы купить абсолютно любой желающий. Но, как вы уже понимаете, сегмент является лишь ширмой, и ждать от владельцев компании публичного размещения вряд ли когда-нибудь стоит. При IPO это, наверное, главный инструмент, с помощью которого владельцы отечественных компаний, в основном недропользователей, могут избежать уплаты подоходного налога при получении дивидендов и продаже своих акций или долей в этих компаниях. Наличие акции компании недропользователя в официальном списке биржи МФЦ гарантирует ее владельцам полное освобождение от указанного налога, который на секундочку варьируется от 10 до 20% от суммы налогооблагаемого дохода. Казалось бы, согласно правилам биржи, акции компании могут находиться в сегменте при IPO не более 1 года. Но почему-то на отдельные лица данный срок не распространяется. Судя хотя бы потому, что компании, принадлежащие евразийской тройке, Машкевич, Шадиев и Ибрагимов, находятся в сегменте при IPO уже 4-й год. Помимо них в данном сегменте присутствуют еще 2 компании Тимура Кулебаева и 2 зарубежные структуры, которые, скорее всего, также принадлежат нашей бизнес-элите. Лично я субъективно считаю, что освобождение от налогов в данном случае является несправедливым. Ведь по сути доходы владельцы компаний недропользователей получают от примитивной продажи недр, особо не заморачиваясь с переработкой и производством. А правом собственности эти самые владельцы с широкой публикой делиться уж явно не собираются. Сегмент облигаций с частным размещением Wholesale и Exempt. Если при IPO освобождают от уплаты налогов при получении дивидендов и продаже акций, то частные размещения Wholesale и Exempt дают по сути сводить любые суммы налогооблагаемого дохода компаний, выпускающих облигации, в ноль. По своей природе частные облигации являются процентным займом, где ставка вознаграждения или купона зависит только от фантазии самих эмитентов. Чтобы понять, как именно работает схема по уклонению от уплаты налогов с помощью частных облигаций, я приведу вам очень простой пример. Представьте себе, что вы владелец нефтедобывающей компании, который попросту не хочет платить корпоративный подоходный налог. К концу года вы ожидаете, что ваша компания получит, к примеру, 100 миллионов тенге в виде налогооблагаемого дохода. Соответственно, сумма корпоративного подоходного налога к уплате составит 20 миллионов тенге. Все, что вам необходимо сделать для того, чтобы не платить эти самые 20 миллионов государству, это выпустить облигации с частным размещением на бирже МФЦ на сумму 80 миллионов с годовой ставкой купонов 25% и самому же выкупить на бумаге весь облигационный выпуск. В большинстве случаев для всей этой операции вам даже не потребуется живой кэш, так как вряд ли биржа спросит с вас платежное поручение. Вот таким вот образом с помощью биржи МФЦ вы можете избежать теоретически уплаты абсолютно любых сумм корпоративного подоходного налога.
Более того, благодаря сегменту облигаций с частным размещением становится куда проще выводить капитал из страны в офшорные зоны, будто те же Кайманы или Виргинские острова, пользующиеся особым спросом у наших властимущих. Схема, по сути, та же, что и в примере с нефтедобывающей компанией. Представьте себе, что на счетах вашей казахстанской компании имеется наличность в размере, допустим, 20 миллионов долларов США, которую необходимо переправить в офшоры. В течение суток регистрируем новую компанию на Каймановых островах, в то время как наша казахстанская компания на бумаге регистрирует на бирже МФЦА очередной облигационный займ на 200 миллионов долларов с купонной ставкой в 10%, при выплате которого спустя месяц-другой наша офшорная компания беспрепятственно и полностью легально получит желаемые 20 миллионов долларов. Все потому, что на бумаге покупателем всего облигационного выпуска будет именно наша компания из Каймановых островов. И все это абсолютно законно. Вся прелесть таких схем состоит в том, что компании, выпускающие облигации с закрытым размещением, не обязаны раскрывать ни имена своих конечных владельцев, ни имена покупателей таких облигаций. А ведь благодаря этим закрытым размещениям бюджет нашей страны теряет сотни миллиардов тенге, которые могли бы быть направлены хотя бы на решение острых социальных проблем. На одних только недополученных налогах на купонное вознаграждение по закрытым облигациям на бирже МФЦА Казахстан теряет от 162 до 323 миллиардов тенге. Вы знаете, что самое смешное и одновременно грустное в данной ситуации? Это то, что государство не только недополучает сотни миллиардов тенге, оно еще и потратило и продолжает тратить не менее 286 миллиардов тенге на функционирование этой самой биржи и других рабочих органов МФЦА. То есть на функционирование биржи, чей суммарный объем торгов за весь год едва ли превышает дневной объем торгов по акциям маленького американского производителя постельного белья. К слову, подробнее о том, как расходуются бюджетные средства, выделенные на МФЦА, и каких результатов добился данный финцентр, вы можете узнать, пройдя по ссылке выше или в описании к данному видео. Давайте будем справедливыми до конца. Винить бизнес в том, что он пытается сократить свои расходы, даже путем законного, но уклонения от уплаты налогов, я бы не стал. Даже несмотря на то, что среди этого бизнеса фигурируют весьма громкие фамилии. Наверное, почти каждый из нас, получив он возможность хоть немного сэкономить, не нарушая закон, такой возможностью бы воспользовался. Другой вопрос. Почему государство не только создает для этого условия, но еще и тратит огромные деньги из госказны? Куда смотрели и продолжают смотреть руководители Министерства финансов, Счетного комитета, Генеральной прокуратуры и в конце концов администрации президента, который является, на секундочку, председателем управляющего совета МФЦА? Неужели все настолько плохо, что никто из вышеперечисленных не может наконец по факту навести порядок со всеми этими налоговыми дырками и оттоком капитала из страны? Или просто не хочет? Поживем, увидим. Всем спасибо. Берегите себя.